остался позади. 2472 километра полностью изменили представление о нем. Теперь мы в Турции. Она встречает иначе, привычнее, что ли. Год назад я выехал из салона на том самом гусе с доброй мордой, который ушел в историю. Приглашаю вас присоединиться к по-настоящему большому путешествию, которое начиналось как дорога из Дубая в Исландию. Но жизнь несла свои коррективы, и не раз. Я сам еще не знаю, куда приведет эта дорога. This is our room, right? That's our room? That's the last one. There are 3,000. This jet means it's small as this. Что-то по-прежнему на ГГшике на навигаторе не ищется GPS, не ловится. По-прежнему позиционируется где-то в Шардже. Но правда сейчас смог законнектиться в аккаунт BMW-шный. Ранее писал, что типа регион не разрешает логин. Здесь залогинился, но по-прежнему GPS не спозиционировался. Попробую поставить. Может быть, когда... У меня бывало такое, что проехать нужно километра 2. Потом он начинает отображаться. Может, сейчас проеду и начнет отображаться. А так вот роут сегодняшний даже загрузил. Когда нам нужно доехать. Вот. День в Турции должен начинаться с хорошего кофе. Крукахечи Мехмед. Лучший турецкий кофе. No, different bread, right? Different bread, yeah. Different country, different bread. Здесь лепешка. Мы пересекли границу вчера ночью и переночевали здесь в отеле с видом на гору Арарат. На улице 4 градуса сейчас. Холодно. В палатке будем при такой температуре. Не смогли. У нас нету 2 спальных мешков. Есть только один, который работает как одеяло. Вот. Сегодня мчим исследовать клад. Ayse dediği için o gidini stara düşüneyim de bir
ATD'ci total yazılamış ki numara tane devamı yeri. Ну все формальности мы завершили, сим-картку заимели, ГГшечку заправили его любимым 95-м бензином. Иранского бензина у него оставалось совсем на одну полосочку, поэтому практически полный мы ему. Мне кажется, это попрошайки. Поэтому мы... Смотри, а вот в Омане, в Иране попрошаек нету, а здесь есть. Вот, сегодня нам нужно проехать по плану 500-600 километров. Сейчас 12, наверное, да. What time is it now? So GG shows 12, but this is Dubai time, I believe, no? 11:30? Окей. So, в районе 12, может, пол-12 времени. Попрыгали в район Палу. Палу. Не знаю, как правильно произносится. Пока что сухо. Облачно. И вон еще виден Арарат. А еще, да, новость. Заработал таки навигатор BMW-шный. Значит, я думаю, такие-то были проблемы с санкциями. Смог я и залогиниться, и стрелочка вон ожила, показывает дорогу. Так что я загрузил Road навигатор. И буду теперь сам следовать маршруту. Мне не нужна помощь больше диспетчера. Температура воздуха 19-20 градусов сейчас. Мы едем где-то на высоте 1500-1700 метров. И вот совсем недалеко здесь будет у нас самая наивысшая точка перевала 2500. Вот, я думаю, там, наверное, будет самая холодная точка сегодняшнего дня. Поэтому мы пока одеты так по-теплому, в пуховиках. Единственное, что я ветровую, дождевую куртку не надел. Что-то в ней как-то мне не нравится. Так, мне надо не забывать, что я сам сегодня навигатором, а то по привычке буду ехать, ждать сигнала, когда налево, направо. А я что-то вот должен смотреть на экранчик. Пожалуйста, сейчас будет у нас поворот налево, на Ван. Мы будем проезжать прямо по границе озера Ван. Наверное, должно быть красиво. Вот здесь возьмем налево. Дюр. Дюр означает стоп, я так понимаю. А какие здесь вокруг горы все снежные. У моего товарища оказалась старая армянская карта. Мы не знаем, настоящая она или нет. Он
Он считает, что на ней район Палу. Поэтому мы едем туда. Не потому, что верим в клад и хотим его найти, а потому что хочется просто приехать и посмотреть, осталось ли что-то от того, что когда-то было нанесено на карту. Эта карта стала поводом приехать туда, куда мы бы иначе никогда не попали. Сдается мне, вот сейчас мы едем на самой высокой нашей точке сегодняшнего маршрута. 13 градусов показывает. Ну да, вот пошли мы вниз. Все. Надеюсь, это будет самая холодная температура сегодняшнего дня. Очень большое озеро Ван. Навигатор что-то не пишет его название. Но насколько я помню, оно Ван называется. Если я не законфузил ничего. Красивое такое. Голубенькое. Остановились покушать в ресторанчике придорожном. Похоже, здесь дальнобойщики кушают. С видом на озеро, даже с той стороны озера. Зато с этой стороны с видом на ГГшика. Покушаем и помчим дальше. Я недавно начал читать одну старую книгу «Путевые заметки османского путешественника 17 века». В этой книге встречаются карты того времени, старые карты этих мест. На этих картах где-то здесь не Турция, а Армения. Когда читаешь книгу, это кажется просто старой географией. Но когда потом едешь по этим дорогам, начинаешь замечать это в деталях, в названиях, в звуках. Гора Арарат, озеро Ван. Палу – это древнейший, забытый временем город, расположенный по изгибам реки Марат, который является важнейшим притоком реки Ефрат, хорошо известный нам из учебников истории. А вон на том высоком утесе возвышаются руины древней крепости. Если посмотреть на карту, вон тот город, это вот новый город Палу, а вот это старое место возле изгиба, и вот он утес. Сейчас мы по дороге поедем, исследуем это место.
Эта земля помнит урартских воинов, грохот османских пушек и молитвы армянских монахов. Помимо героических моментов, эта земля также имеет и скорбное прошлое. Ya orada bir şey olur mu? Olmaz orada. Böyle. Biraz daha düz. Ya. 1915 году тысячи армянских семей были насильственно выселены из своих домов и отправлены на юг, в сторону сирийской пустыни. Этот переход в истории известен как марш смерти. Из 900 или даже 1 200 000 человек, по разным данным, разные цифры, до назначения дошли только 200 000. Остальные погибли. Перед уходом многие армянские семьи в целях сохранить все нажитое закапали свое имущество, золото, церковную утварь и прочие семейные ценности в окрестностях города Палу и оставляли карты в надежде вернуться. Вот одна из таких схем. Потратив 3 бессонные ночи, мой товарищ Эдуард смог сопоставить эту карту и местность. Can you rotate it opposite way? Смотри, что получается. Вот она, церквушка. Вот она, церквушка. Дальше. Здесь обозначен вот утес, Пупырь. Где мы наблюдаем, вот он, большой утес, на котором будем подниматься. Вот то ли дорога, то ли река. Вот то ли река, то ли дорога обозначена. Прошло больше 100 лет, конечно, много здесь изменилось в плане дорог. Например, вот был старый мост древний, а вот новый железнодорожный построен. Много было перестроено. Но вот по-прежнему старые постройки видны. Где-то вот здесь вот написано, пожалуйста, есть византийские захоронения. Здесь в Черной горе, вот здесь написано Черная гора, похоже, какие-то оружия. Здесь написано драгоценности наших жен. Тут, похоже, возле церкви были какие-то построечки. Возможно, где-то здесь или где-то здесь, в этих построечках, могут находиться драгоценности их жен. А вот это, похоже, Черная гора, где могут быть, были зарыты или до сих пор зарыты ружья. Сейчас попробуем подняться
Вон на самый верх. Много-много ступенек. В экипировке, на коленниках. И что самое неудобное, в мотоботинках. Не самое приятное, легкое занятие идти в горку. Но хорошо хоть по ступенькам. Ноги не гнутся. Идти не очень удобно. Но пока иду, я узнал, что у меня есть огромная семья и тропинка, и лесок в поле. Каждый колосок, речка, небо голубое. Все вокруг мое родное. Это Родина моя. Всех люблю на свете. Я узнал, что у меня есть огромная семья и тропинка, и сок, поле. Каждый колосок, речка, небо голубое. Все, я вокруг знал, а я у меня есть огромная семья. И тропинка, и сок, поле. Каждый колосок, речка, небо голубое. Все вокруг мое родное. Там что-то уже копают. Полиция, может быть, действительно сокровище. Сказали, что сегодня первый день раскопок. Как начали копать. Вот это, собственно, развалины древней крепости. Вот видны бетонные камни. Но почему-то копать начали только сегодня. Интересно. Может быть, кто-то прослушал наш телеграм, когда мы с Эдуардом общались и обсуждали эту старую древнюю схему. И прибежали на день раньше. Это сама не даю. Скачусь. В моих скользких ботинках бы на этом песочке вообще не гнуться. Как на ходулях хожу. Супер трекинговые боты. Мототреки. Вот что означает, оказывается, трековые ботинки для мототрека. И вот это место, оно даже и лучше совпадает. Вот если это церковь, это вот, это то ли церковь, то ли мечеть. Вот эти, ну видишь, как если это река обозначена, да, вода, там написано. Вот, пожалуйста, река. Вот он пупырь, который как раз таки опять за нами с этой стороны. Вон пупырь вот за вот этим разрушенной крепостью. И вот здесь вот обозначенный, подписанный черный камень.
это вот Черная гора. То есть очень так с этой стороны эта схема еще более похожа на эту местность. Единственное, что вот непонятно, вот это все по карте более-менее совпадает. То, что обозначено церковью, сейчас является мечетью. Вот могла бы ли быть исторически церковь переоборудована в мечеть? Палу — это не туристическая Мекка. Здесь нет толп туристов, сувенирных лавочек. А если вы любители тихих, спокойных путешествий по местам не из открыток, то Палу — это место, в которое стоит заехать, послушать эту землю с тысячелетней героической и трагической историей. По состоянию на 2025 год 34 страны мира считают события 1915 года геноцидом армян. Официальное правительство Турции считает эти события законным переселением. Тут, похоже, вся эта скала является одной сплошной крепостью. В ней столько всяких дырок, ходов. Туда посмотришь — дырка, вниз посмотришь — окно, дырка, слева дырка. Везде входы, выходы, окошки. Прям одна огромнейшая крепость. Вот еще целое огромное убежище. Тут, конечно, вполне можно все что угодно было зарыть. Вообще, как делать нефиг. Вопрос, в какой комнате? Ясно. Кресты. Let's go back. One way it was. Всех люблю на этом свете, и я. Сейчас уже 20 минут 4. И держим направление в город Адьяман. Город, в котором самый вкусный в Турции хлеб. По информации от местного населения. Проехать нам надо километров, наверное, 300. Я даже толком не знаю. Маршрут проложил. Он мне рисует здесь просто трек. Это не навигатор гуглевский, просто трек. Поэтому он не пишет расстояние. Ну так, плюс-минус во время прокладки маршрута, по-моему, там километров 300 набежало.
какая прекрасная маленькая петляющая дорожка местного значения через деревеньки. Трафика практически нет. Еду и наслаждаюсь. Очень люблю такие